Ну что, привет. Всем привет еще раз. Мы возвращаемся в очередной раз с небольшим перерывом, потому что у нас происходили очень такие мощные трансформации. Мы решили, что нужно дождаться такого правильного время и все-таки идти из потока, как мы всегда это делаем. Точно, точно. Много чего еще. Еще же, по-моему, по астрологии много чего происходило тоже, да? Да, сейчас очень, естественно, я так подозреваю, что многие ощущают изменения вибраций, переживают это на разных уровнях, в разных формах физических ощущений и внутренних, ментальных, поэтому, мне кажется, всем было достаточно, в кавычках, весело в течение последних пару недель. Мы не скучали. Да, 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 да. А еще ты еще поменяла внешность себе. Да, это, кстати, один из результатов вот этих трансформаций. Ну, как всегда у женщин, это очень часто трансформации, они проявляются через смену либо прически какой-то, либо макияжа, либо стиля. У меня это произошла прическа. Я на самом деле тебе рассказывала, но сейчас еще раз озвучу, что я к этому шла почти, не знаю, 1,5-2 года. Когда я первый раз об этом задумалась, и мне невероятно Рита сделала покраску, то есть там я была, как сказать, такой нежный переход от темного к светлому. Я походила 6 недель, и я поняла, что я не могу это видеть даже. У меня настолько было отрицание, и вообще, ну, как бы я не могла принять, что я сейчас из блондинки перейду обратно в брюнетку, потому что на самом деле это мой натуральный цвет волос. Вот, и я просто побежала и обратно закрасилась в блондинку. И вот настолько моя система просто не могла принять эту даже идею, хотя как будто бы я уже была готова, но нет. И потом вот последние 3-4 месяца у меня как будто волосы отрастали, и я потихонечку в какой-то момент начала принимать это все визуально, естественно, внутри. И вот я сейчас вернулась в свой родной город, и здесь произошло это чудо. Я на самом деле ничего не планировала, это просто я проснулась утром и почувствовала, что вообще-то нет, я даже не то, что проснулась утром, я просто проснулась утром, пошла в магазин совсем с другими вещами, как-то интуитивно увидела краску, и там все точечки срослись. Она была веганская, она была натуральная, то есть щадящая. Цвет, вот как я хотела. Это еще, кстати, карамелька. Мне прям это очень понравилось название. И почему-то я захотела именно сделать так. Обычно я хожу в салон, а тут как-то вот так, не знаю, просто рука взяла, все моменты срослись, я пришла домой и просто сделала, и через часа или два я уже была вот такая. Но я поделюсь, если честно, своими первыми эмоциями, потому что первое, когда я высушила волосы, я на себя посмотрела в зеркало, и моя первая мысль, то есть моя старая identity, я такая: Настя, что ты сделала? Что ты сделала? Это ужасно. А почему она так сказала? Потому что у меня это сопротивление раньше тоже вылазило, потому что когда я стала блондинкой, меня стали замечать. Я не знаю, как это проявляется в пространстве, но я как будто появилась в нем заново. И, естественно, и мужчины стали больше на меня обращать внимание. То есть ко мне стало какое-то другое вообще отношение. И, естественно, как любой девушке, тебе это нравится, и ты с этим живешь, и это как бы становится частью тебя. И тут я понимаю, что у меня внутри вылазит страх, а как, подождите-ка, а теперь меня не будут видеть? То есть, а как так? Я очень, ну, как бы, я это проследила несколько месяцев назад, поэтому я не пошла прекрасно, потому что я с своей подругой, парикмахером, разговаривала об этом несколько месяцев назад, но вот этот страх большой вылез, и я тогда не была готова. И я такая: окей, подожди-ка, Настя, мы же не про внешний вид. Ну, как бы, естественно, да, хочется выглядеть красиво, а мы про субстанцию, то есть про то, что у тебя внутри, про твою энергию. И посмотри, твой цвет говорит о твоей насыщенности, то есть о том, что в тебе сейчас находится. Ты вот, как сказать, это ты настоящая. И вот это было интересно все это прожить, прочувствовать. И
начинать принимать. Я честно скажу, сначала вот там первые 2-3 часа я просто стояла возле зеркала и думала, переживала все эти эмоции внутри, сопротивлялась, потом переключала себя, и потом в конце такая, так, давай мы просто это примем, будем радоваться этому цвету, будем радоваться себе новой, давай раскрывать это, и там уже посмотрим, что, как и зачем. Так интересно, я сейчас как коуч тебя почему-то слушала. Я не знаю, почему переключилась у меня. И что я увидела, это про любовь к себе. Да, Настоящее принятие себя, снимаешь маску блондинки, да, принимаешь, кто ты на самом деле есть, и как борется с тобой маска. А я, да. ты же меня создала для чего-то? А куда я? А ты такая, а ты вот там, ты там, сзади осталась. Я просто вот эту прям картину увидела, да? Можно даже мультик сделать из этого. Но на самом деле оно так и было, потому что в тот момент, когда я перекрасилась в блондинку, я одела на себя маску Мэрилин Монро. Меня очень многие видели именно так, и внутри я себя так видела. В какой-то момент эта маска начала уходить в плане того, что я перестала ассоциировать себя с человеком, я перестала вообще быть как фанатом кого-то, стремиться и быть похожей на кого-то. И ты абсолютно права. Сейчас я вот полностью принимаю. Это шаг, это полное принятие себя такой, какая есть, абсолютно натуральной и со всеми моими гранями. Вот. Интересно, что она там Мэрилин Монро, которую ты маску хоть убрала, но у тебя же осталось ощущение Мэрилин Монро, и ты всегда можешь в него вступить, когда она тебе нужна будет, она доступна всегда будет тебе. Она вот здесь. Кстати, да, ты абсолютно права. Она будет вот здесь, вот она просто лежит, ты поэтому от нее ты не избавляешься. Мы никогда не можем избавиться от этой маски. У меня, например, была маска «хорошая мама». Такая, ой, такая. Смотри, как сразу у меня лицо такое. Хорошая мама, это значит мама, которая все время переживает за все. Такая, вот это за что? Это хорошая мама. Ты представляешь, какая сильная программа? Программа Да, это хорошая мама, это значит, которая мама, которая бегает, как вертолет, над всеми летает и переживает, всех нужно защитить. Я эту маску сняла, но она же доступна мне. В принципе, я всегда могу одеть. Если, например, а, дочка там хочет вечером пойти допоздна, маска такая светится сразу. Слышь ты, давай это, одень меня. Мы сейчас предупредим ее, что вечером поздно, там какие-то опасности есть. Все. Я так на нее смотрю, думаю, так, одеть, не одеть, одеть, не одеть. Иногда одеваю, а иногда не одеваю. Думаю, ну, 17 лет, сама будет уже принимает для себя решение. ну да, ты абсолютно права. Это вот, это можно назвать маской, это можно назвать состоянием, потому что есть еще такая история, что иногда мне нравится закачивать в себя какие-то состояния, то есть если мне хочется быть более женственной, я вот эту энергию себе, ну, как бы поднимаю или беру откуда-то, или наоборот, тебе нужно быть воином, и ты такой в момент уже все, сонастроилась, у тебя такая спина, все, защита, не подойдешь. Да, да, и то есть, и ты уже, даже когда человек к тебе подходит, он в такой позиции, ты это считываешь, то есть вот эти все энергии, маски, все это можно, ты абсолютно права, одевать, надевать. Видишь, я еще пока просто проживаю этот процесс и пытаюсь быть искренней, все, что приходит, я с этим разговариваю, принимаю, то есть, и пытаюсь найти какой-то баланс в этом процессе, вот, но сейчас я прям кайфую, потому что во-первых, я поняла, что у меня очень много волос. Да, блондинка, ты этого не видишь. Поэтому я себе такой вот плюсик подчеркнула. И плюс я теперь могу делать хвостики, то есть какие-то свои такие, знаешь, женские нюансы, моментики. Следующая моя мечта — отрастить длинные волосы. Я к О, этому очень иду. Да, у меня мечта уже давно это сделать, но как-то это не получалось. Но сейчас я чувствую, что это получится. Вообще же волосы говорят, что это предложение твоей нервной системы. И сейчас я понимаю, что там все хорошо, потому что их много, они такие крупные, и у нас есть весь большой такой шанс отрастить
великолепную, шикарную копну. Ты знаешь, ты сейчас говоришь, вот если это продолжение нервной системы, да, то я не могу длинные волосы. Вот это, ну, может быть, до отсюда дорастают Мгм. волосы, но если они становятся тяжелее, они начинают выпадать. И Мгм. у меня вот уже несколько лет один и тот же паттерн. Я возвращаюсь к своему парикмахеру, и я ей говорю, ты можешь мне layers сделать? Потому что когда она мне делает layers, волосы не такие тяжелые. И они перестают Мгм. выпадать. И буквально вот недавно я только к ней ходила, когда я начала, перед тем, как я к ней пошла, как каждый раз, когда я расчесываюсь, у меня на расческе вот такой волосы прям оставались такими Мгм. пушными этими. А сейчас она меня постригла, сделала много layers, покороче сделала. И Мгм. я вот недавно уже несколько раз замечаю, что для того, чтобы вот такую кошму набрать, надо, наверное, раза 3-4 расчесаться после душа. А, О, интересно вау. тоже. Такая. Да, это интересно. Знаешь, я как сказать, кто-то говорит, вообще волосы нельзя ни в коем случае женщине отрезать, потому что там твоя мудрость. Кто-то, наоборот, говорит, что нужно там, с точки зрения бьюти, нужно каждые там 2 месяца, ну, как бы их подстригать. И я все-таки, как всегда, придерживаюсь своего мнения, что слушай свое сердце. Потому что у меня был период, когда я вот просто всегда очень коротко себя стригла. А стригла, потому что я понимала, что мне нужно обстричь. Потому что здесь же тоже энергия, ну, как я это чувствую вот в моем процессе. И вот Ну, в тот момент мне нужно обстригать вот эту энергию, потому что, ну, как бы я чувствую, что она мне не нужна. Я хочу убрать эти знания из своего поля. Возможно, у тебя такой тоже процесс, то есть ты что-то у себя убираешь, и поэтому как бы у тебя вот там в течение какого-то времени происходит вот это желание, чтобы волосы немножко подстричь. А ты знаешь, что сейчас вспомнилось мне, человек, ну вот каждый год происходит Мгм. полностью обмен всех клеток в нашем теле. Ровно Да, в течение года, да, то есть нельзя сказать, что в 25-м году в марте алия была такая же, какая сейчас, потому что я не была. И раньше оно мне как-то не регистрировалось. А сейчас оно зарегистрировалось, потому что я вчера сидела и смотрела на свои ногти, потому что я их решила сделать. Видишь, красивенько. ой, А, боже мой, божественно. Но я смотрю, они у меня отрастают. Я такая думаю, а ведь ногти же, они никогда не останавливаются, они постоянно растут. Ты их особо не видишь, когда не красишь ногти, а когда ты красишь ногти, ты сильно это видишь. Я думаю, а ведь все же остальное растет, волосы растут, кожа продолжает расти, она выпадает, клетки наши растут, потом они отмирают, новые приходят. И то есть получается, смотри, в глубине этого всего, что человек, в принципе, может сам себя излечить от любой болезни, если он входит в ритм с природой. Потому что они же... только единственное, что позитивно. Есть один мужчина, которого зовут Майкл Левин, и он Мгм. выставляет подкаст, и он там говорит про биологию. Он сам биолог. И он Мгм. рассказывает, что с клетками можно разговаривать. Им Да. можно отправлять позитивную энергию, просить их, пожалуйста, вылечите меня, пожалуйста, я вас люблю, мне так хочется. И вот ты прям вот энергию отправляешь туда. И он рассказывал, что прям кучи стариц сделали, показывают, где человек вот прям с утра просыпается, позитивную энергию себе отправляет. Но недостаточно просто позитивную энергию отправлять. Нужно создавать вокруг себя environment, в котором ты можешь жить так, как хочется, как я знаю про некоторых. Не будем показывать пальцем. Да. Где ты заряжаешься энергией, где ты получаешь позитив, получаешь все, что тебе нужно. И тогда круг, твое окружение дает тебе экстра силы, чтобы твое тело
себя само чинила. Ну, что как я руками даже разговариваю, ну, как-то как будто бы мне привлекает, да? Так интересно. На самом деле я абсолютно согласна, я прожила это на своем опыте, и сейчас прям мне вот пошли в голове истории, все связаны с этим. Во-первых, мои волосы. Это работа моего результат моей работы с моим сознанием, потому что я в какой-то момент захотела себе здоровые волосы, и я прям каждый раз, когда я их расчесывала, там, допустим, утром и вечером, я говорила, мои волосики, растите, становитесь крепче, то есть я прям представляла, что у меня длинные волосы, и вот оно как бы материализовалось. И если говорить о... Мы вот в прошлом подкасте как раз говорили, насколько важно, где ты находишься, в каком environment. И вот сейчас я могу как бы опять же поделиться сейчас своим опытом, потому что сейчас как раз со мной это произошло, потому что я вернулась в свой родной город, и, во-первых, с первых секунд, когда я ступила на землю, мое тело расслабилось. Это я не знаю даже, как объяснить, но ты вот как будто возвращаешься в состояние ребенка, и этот город ассоциируется у меня с безопасностью. Мгм. И у меня упало как бы все защиты, мне не нужно ни с чем бороться, мое тело расслабилось. На следующий день я уже тут летала, у меня такой пошел поток энергии. Я очень долго такого не чувствовала. У меня улыбка на лице. Волосы, кстати, электризуются, я тебе рассказывала. У меня давно такого не было. То есть через волосы большой поток энергии. И этот город, он божественный, потому что он маленький, малыш, сам по себе. Висагинес это находится на северо-западе, востоке Литвы, и он окружен деревьями. То есть мы как будто живем в лесу. То есть ты представляешь, какая здесь атмосфера божественная, здесь озера, это просто невероятно. И мне как бы здесь хочется и танцевать. Я тут уже и танцевала, и смеялась, и шутки просто из меня льются, энергия бурлит, и какие-то мои тоже внутренние процессы очень сильно ускорились. Поэтому это безумно важно находиться в том месте, где тебе комфортно, где Мгм. твоя энергия, она блоссом. И Мгм. ты вот скоро тоже едешь на океан. Буду плавать, плавать буду. Да. Вот, знаешь, так вот ты когда начала говорить про приехала домой, ощущение, я такая сразу бум, Кипр в голове. Я даже такая расслабилась, такая, а потом такая, я ж не там сейчас, ну ладно. Ну, кстати, классная штука. Это, получается, можно использовать как медитацию. Просто Да. возвращаешься в пространство и заряжаешься. Я, кстати, когда думала о своей племяшке, она по ночам, у нее какие-то кошмарики начинаются, и я ей хотела дать какую-то практику, чтобы она этого не испытывала. И я и придумала такую штучку, что придумай такое место в голове, ну, где тебе было классно. Вот, допустим, ездили в Грецию, там было солнышко, и ты когда засыпаешь, представляй себя там. Мгм. И вот мне кажется, это очень классно вообще, в принципе, практика и для детишек, и для взрослых. Ты же вспоминаешь, ощущаешь. Я, кстати, очень часто вспоминаю океан на Коста-Рике, как я там медитировала, ну, как бы меня сразу носит в это невероятное пространство. Ты знаешь, что многие же медитации, они так и начинаются. Представьте Да. себе любимое место, где вы находитесь, у вас то, другое, да, то есть интересное такое. А, знаешь, что сейчас... Ну ладно, это потом обсудим. А, это не для эфира. Ладно, Не хорошо. напомни, Не, хорошо? хорошо. Тогда я, наверное, еще расскажу историю про то, как через мысли можно лечить тело, потому что это в моей жизни тоже было. Я расскажу две истории. Ну, не то, что две. Одну, когда я поняла, что это возможно, и вторую, как бы, как потом я это применяла. Да. Можно я сейчас только одну вещь скажу, что Да, да, это не рекомендации мы даем, мы никому конечно. ничего не... Мы просто делимся своим опытом, и, конечно же, например, если у человека рак или что-то такое, где агрессивно растут ам, клетки, то, конечно же, там нужно interference, да, но это не про эту историю.
Да, безусловно, это мы лишь делимся опытом, поэтому всегда обязательно нужно посещать врачей в любой ситуации. То есть вы должны делать judgment call сами и брать ответственность на это на себе. Вот. Но все-таки хочется рассказать, потому что это знание, оно есть, и этого можно достичь, это можно вспомнить. Где-то перед моим днем рождения мы полетели к моей подруге, Катюше, на Палма де Майорку. Все очень организовалось как-то в последнюю минуту. И в один из дней она предложила нам пойти на пляж. Но дорога к пляжу, к тому, к которому мы шли, шла через пляж с камнями. И мы шли туда, ну, хороших минут 20. И где-то в последний момент я очень сильно ударилась мизинцем на ноге. И ударилась так сильно, что там было понятно, что там не маленький ударчик, а там, возможно, вывих, скорее всего, перелом. То есть вот до такой степени я ударилась. Вот. И как-то, ну, благо, что мы были уже рядышком, мы сели на пляж, на пляжу. Вот. Я начала, естественно, от боли плакать, потому что боль там была, ну, такая очень ощутимая. И пока я плакала, я эту всю энергию из себя выпускала. И в тот момент, когда я проживала весь процесс, ко мне как будто бы загружали знания, не как будто бы загружали знания о том, что часть процесса лечения вот на таком уровне — это сначала убрать боль, боль, которая находится в теле. И я вот 20 минут там рыдала, девчонки, бедняжки, не знали, что со мной делать. Оттуда еще так просто не выбраться, либо пешком, а если у тебя есть машина. Машин там почти не было, и они уже даже думали просить кого-то, ну, неважно. Так, в результате мы остались. Я потом ходила в океан ледяной, думала, может, поможет. Не помогло. Спустя час все была такая же история. И тут как будто бы пришло время уже возвращаться. И я сделала несколько шагов, и я поняла, что вот эта обратная дорога, которая должна занять 20 минут, для моей жизни это будет как будто, блин, 10 дней я иду с этого пляжа, потому что боль была просто невероятная. И в какой-то момент я просто себе внутри, в своей голове говорю так, что я отправляю чистейшую энергию любви именно в эту точку, чтобы она убрала всю эту боль, чтобы она залечила мою рану, и чтобы там все восстановилось. Вот какие-то вот такие, я точно не повторю эти слова, но смысл был где-то такой. И ты не поверишь. Просто за минуту вся моя боль уходит. Просто уходит. Я такая девчонкам, я их догоняю, я говорю, девчонки, у меня ушла боль, не в смысле ушла. Вот я им рассказала всю эту историю, они просто были в шоке. Я в результате смогла дойти с пляжа до дома спокойно. На следующий день я побежала на пробежку, а по идее, как бы после вот такой травмы, как у меня, ну это, ну ты вообще бы не смог и не ходить, ну, с трудностью, а тут я побежала, то есть там просто все срослось. Только из-за того, что я как на энергию перенастроила и отправила туда. И вот потом с этого момента в каких-то таких ситуациях я начала это использовать. Допустим, у меня очень нежная кожа, я сейчас набиваю себе синяки. И что я начала делать? Как только у меня появлялся синяк, я брала руку и направляла туда энергию с любовью. И оно уходило за мгновение. Вот такие вот мои личные истории о том, что энергию тела можно лечить, свое тело можно лечить через внутреннюю энергию, самонастройку. Мгм. 100%. Ну, мир — это наша creation. Как бы мы его Да. создаем сами, да, и, в принципе, также можно а, с практикой, конечно, это практика в том, что убираешь вот эти программы, которые тебе наложило с общества. Ну, и ты тогда понимаешь, что ты можешь эм, заново переписать свою программу, ну, как бы свое будущее, да, но назад ты не вернешься, нельзя, назад не возвращается, но вот ты можешь вернуться и перепрограммировать себя. И этот мужчина, он
scientist, он ученый, он рассказывает, они наблюдают за этим. И вот он один вопрос задает такой интересный. Вы когда-нибудь задумывались, как вот сперма встречается с яйцом, вот они только встретились, а потом происходит, ну вот яйцо, а вот сперма. Они встретились. А из него рождается человек. Когда-нибудь задумывались про процесс? Как каждая клетка увеличивается, а потом как же каждая клетка знает, мне в ноготь, мне в мозги, мне в волосы, мне в, там, не знаю, в живот. Как бы когда-нибудь, говорит, вы задумывались про это? И он объясняет, что у каждой клетки свой собственный интеллект. Да. Она уже знает, куда ей идти, чем ей становиться, но она не индивидуальная, она часть тела. Индивидуальная клетка, она бы давно уже сдохла. А поскольку она часть вот этой системы человека, это там очень глубинные знания для тех, кто, например, если вам кажется, что мы говорим какую-то ерунду, посмотрите, послушайте Майкла Левина, посмотрите вообще, как электричество работает. В каждом человеке есть электричество. Это все уже доказано. А мы просто делимся информацией. Да, и мне почему-то вот сейчас, кстати, пришло такое сравнение, когда ты говорила, что каждая клетка — это часть большого организма, а с точки зрения нашего мира каждый из нас является этой клеточкой, а Да, мир является большим организмом. И мы как люди, вот благодаря эго своему, каждый из нас, или, ну, как бы нас учит думать о том, что мы вот самые важные на планете Земля, мы вообще самые важные, как сказать, в этом мире, и без нас ничего не сойдется, и как-то преувеличивать свое пребывание, возможно. Но к чему я веду? Я веду к тому, что у каждого человека есть своя часть в этом организме, и каждый человек ценен по-своему. да. И у Каждый каждого, человек уникален. да, и у каждого нас ответственность за Да. вот этот мир, потому что это наше тело, да, это наше. И я вот раньше не совсем понимала, когда говорили, ой, если я одна, единственная этим занимаюсь, то, ну, типа, на мир это не повлияет. Это неправда, это повлияет. Если каждый из нас для себя принимает решение защищать мир, защищать детей, иметь гармонию, не иметь войны, то каждый для себя решает, и тогда у нас есть шанс защитить этот мир, эту землю, да, вот Earth. И у меня есть подруга, они с мамой, а, каждый раз, когда они выходят на пляж, они берут с собой трэш-баг, Мгм. и они собирают, пока они просто гуляют по пляжу, наслаждаются песочком, они собирают мусор. Да. А если каждый это будет делать? Просто, Да. ну, им ничего это не стоит, они просто гуляют, пока они идут, у них с собой перчатка, собирают мусор. И к концу своей прогулки у них маленький такой трэш-баг, который они выбрасывают. И вроде как ничего. Есть история, притча, дедушка с внуком, примерно рассказываю, гуляют по пляжу, и внучок берет эти маленькие shells и бросает обратно в воду. А их куча после шторма, прямо по всему этому. И дедушка ему говорит, ну, что делаешь? Говорит, не спасешь же все. Говорит, все эти... Или starfish было, или shell. Этот. Он говорит, ну, не спасешь же, поэтому не трогай их. А он говорит, поднимает еще одну, бросает, говорит, а вот эту спас. Вот. И для меня это просто так вау. Вау. Да, я с тобой абсолютно согласна. Я тоже знаю очень много людей, которые вот именно так живут,
и ответственность на каждом из нас в каждый момент своей жизни. Начиная с телевидения, которое ты смотришь, заканчивая словами, не заканчивая, продолжая, то, что ты ешь, как ты обращаешься с людьми, какие слова ты произносишь, какие мысли ты себе позволяешь, как ты, не знаю, вот ухаживаешь за природой, и позволяешь ли ты злу или добру происходить рядом с тобой. Вот сегодня мне мама говорила, там у нас на улице мальчик на качельках качался, и мама сказала, что он особенный, и вот ему нравится на качельках качаться очень долго. И она говорит, мне так его жалко, потому что он ходит в обычную школу, и к нему иногда там не очень хорошо относятся, потому что он другой. И тут, естественно, вообще проблема абсолютно на другом уровне, и даже не в том, что там дети как-то виноваты, наверное, потому что они, в принципе, даже не знают, как по-другому, потому что им не объяснили. Ну да. Они объяснили взрослые, ни родители, ни учителя. А там идет как бы еще более широкий пласт вот этого всего. То есть, и учитывая, что мы все живем в одном большом организме, это нужно всегда помнить, потому что твой любой шаг, он влияет. Да. Твое плохое настроение влияет на твоих близких, если они рядом, или на другого человека. Если ты на кого-то гавкнул, ну ты же всегда знаешь, что человек уже не будет улыбаться, скорее всего, который ты рядом с тобой. Именно так. Именно так. И еще я тебе скажу, что дети учатся от родителей. Да. Если родители реагируют так, я тебе расскажу, у меня детский сад был, и у нас была большая такая коробка с одеждой принцесс Мгм. разных. Дети любили наряжаться. Детям всегда было ну, как бы с 5 лет они уже уходили в школу, но до 5 лет они к нам приходили. И я помню, у нас была подготовка к вечеринке детской, и дети решили, что они все хотят нарядиться в принцесс. И мальчики, и девочки. И вот одна из принцесс, ее зовут принцесса Тиана. Она лягушка, которая превратилась в принцессу. У нее зеленое платье, и у нее черная кожа. Ее зовут принцесса Тиана. Мгм. И дети, значит, разбирают. Я наблюдаю за ними. Ты кто будешь? Я буду Аврора. А ты кто будешь? А я буду Синдерелла. А ты кто будешь? А я буду Тиана. Окей. Какое платье? Принцесса Тиана – это та, которая одевает зеленое платье. А Мгм. Аврора – это та, которая одевает фиолетовое платье. Синдерелла – это та, которая одевает голубое платье. Вот разговоры между детьми. Теперь вечер приходит, дети готовятся к этому, к вечеринке, и, значит, родители помогают им. И тут родители говорят, а, а ты кто? А я принцесса Тиана. Это черная принцесса, да? О, Откуда дети учатся? понятно, Через да. неделю та же самая ситуация, дети играются, да, говорят, я буду черная принцесса Тиана. Да? Вот. И я так думаю, ух ты. Дети-то не видят цвет, они видят людей, они видят энергию, они видят цвет одежды. Они Да. фокусировались на цвет одежды, то, что мы изучали цвета. Но самое интересное, что это черная принцесса. А для детей это принцесса, которая одевает зеленое платье. Это же глубина же этого какая. Они же от нас учатся. И если мои дети, например, ходят и смотрят, что я еще помню в 2005 или в 2006 году у нас был Сабантуй татарский в Мгм. Вашингтоне. Я уже со своим... нет, попозже это было, 2008 или 2009. Я еще в школе, в университете, когда я училась, я изучала environment. И как Мгм. от нас зависит ресайклинг, от нас зависит, куда мы мусор бросаем. И я помню, что
мы были в парке, нас было больше 100 человек. И вот такие большие стояли мусорные баки. Один стоял для мусора, а второй стоял для cans and bottles. Мгм. И я в один момент подхожу, и я смотрю, что люди просто набросали cans в мусор, мусор в cans. И я давай вытаскивать это все. Все, ладно, взяла в этот, и давай вытаскивать. Ко мне подошли, наверное, человек 6 или 7. Ты что делаешь? Ты нас стыдишь? Что ты себя ведешь? Все думают, что ты здесь работаешь. А, а я говорю, мне все равно. Я чищу это. А еще как раз это произошло после того, как у нас была вечеринка, еще большая такая, на 100 человек. И там как раз-таки люди наняли человека, который сидел и разбирал мусор. Это его задача была, его работа была. Я думаю, ну, он же работает, а мне просто хотелось это сделать. Но я просто помню, как стыдно было моей семье за то, что я делала. Мой муж бывший, да, прекрати, э, это некрасиво выглядит, я плохо выгляжу, что моя жена там лазит в мусорке, типа, что ты себе еду ищешь, или что, какую-то чушь такую напридумывали. И я помню, оно меня задело тогда, и я перестала это делать на некоторое время. А потом, когда я уже вернулась к себе, развелась, почему нет? Хочу, делаю. А что, как я выгляжу для других, какая разница? Это мое вложение в наш мир. И все, как могу, так и вкладываю. На самом деле, да, каждый в любом случае оденет на тебя то видение, которое у него в голове. И под всех ты не подстроишься. Но сейчас то, что мне пришло, я как-то делала айваску, и мне тогда очень четко показали значимость каждого существа, всего на этой планете, включая даже то, что ты видишь как будто что-то грязное, да, там червяки или, не знаю, какие-то животные, которые питаются там не очень приятными вещами. Но без них остановится весь процесс на Земле. Они выполняют свою роль, они несут это с гордостью. То есть в их мире они делают благо, ну то есть для них это главная задача, то есть это их миссия. И то, что ты это видишь, как ты это видишь, это лишь твоя ноша и, возможно, не твое большое видение, не расширенное сознание. Ценность есть во всем. Даже в тех людях, вот я как-то недавно услышала эту мысль, и меня немножко это поразило, потому что у нас в обществе это считается неправильным, ну как бы у нас вообще в обществе это считается неправильным. И там говорилось о том, что у каждого человека изначально есть своя ценность. Вот она просто есть, потому что ты проживаешь свой опыт. Вот эту часть я искренне поняла, но дальше там оно еще глубже раскрывается, о том, что даже говорится о том, что даже когда ты лежишь просто на софе, ты лентяй, и вот такая у тебя жизнь, но у тебя тоже есть ценность, потому что у нас как, не у нас, а в обществе говорится. Видишь, как у меня программа срабатывает у нас? Она еще, видимо, стоит очень крепко, не ушла полностью. А, В обществе считается, что ты должен чего-то достичь, там какие-то награды, все это должно быть выглядеть определенным образом, да. А вот люди, которые, возможно, там что-то не сделали так, как должны сделать, или там лентяи, либо, не знаю, занимаются мусором, да, то, что визуально, может быть, не очень красиво выглядит, но они делают гигантскую миссию для нас как вообще большого сообщества и общества. Они в любом случае все проживают свой опыт. И не только в плане своих задач ежедневных, но и эмоциональный опыт. Поэтому каждый человек важен, каждая душа важна, каждая душа цена и значима. И никого никогда, ни в коем случае нельзя обесценивать. Наоборот, к каждому нужно относиться
с уважением и желанием познать их мир. 100%. И как раз-таки вот эта тема, да, что такое на самом деле любить, это та тема, о которой мы хотели поговорить, но мы не успели о ней поговорить. Поэтому в следующий раз давай прям с нее и начнем. Потому что мы с тобой Хорошо. договаривались просто поговорить о том, что значит такое по-настоящему любить человека. Да, но поток, видимо, нас, очевидно, занес в другое русло. Значит, в следующей серии мы поговорим именно об этом. И еще раз благодарим вас за ваше время, за ваше желание нас слышать, к нам присоединяться. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите обсудить какие-то нюансы, моменты, или поделиться своим опытом, пожалуйста, делитесь. А, Мы хотим услышать ваше мнение, ваш опыт. Это все очень ценно для нас. Да-да-да. Пишите, звоните и приходите. Ну что ж, мы вас крепко обнимаем и до следующего подкаста. Всем пока. Пока-пока.